Это Пусан. Город, который редко называют первым, но который часто запоминают сильнее остальных. Здесь находится крупнейший порт страны, а еще Пусан с легкостью можно назвать летней столицей Кореи. Когда ты сюда попадаешь, возникает ощущение, будто ты оказался в другом мире. Мире, где нет привычной суеты и где город живет по своим правилам. И именно за этим ощущением сюда хочется возвращаться снова и снова. Давайте же посмотрим, какой он, Пусан. Ну что, сегодня мы отправляемся в морской город под названием Пусан. Погнали! В Пусан можно легко добраться на скоростном поезде из Сеула. Именно так мы и сделали. Наше путешествие начинается на Сеульском железнодорожном вокзале. Многие знают его, даже если никогда здесь не бывали. Ведь именно отсюда начинались события фильма «Поезд Пусан». Кстати, поезд, на котором мы поедем, тоже появлялся в фильме. Большинство событий как раз происходило внутри поезда. Дорога до Пусана займет 2,5 часа. Мы сейчас едем, получается, на скоростном поезде, который развивает скорость до 300 км в час. В данный момент поедем где-то 220-217 км в час. А пока мы в дороге, расскажу немного интересных фактов про город. Название Пусан с корейского буквально переводится как «гора-котел». Почему гора-котел? Потому что город окружен горами, и если посмотреть на Пусан сверху, он действительно напоминает котел или чашу. Во время Корейской войны Пусан был одним из 2 городов, которые не были захвачены северокорейскими войсками. Более того, на протяжении всей войны он служил временной столицей Республики Корея. А еще его называют городом мостов и столицей бейсбола. Кстати, официальный девиз города – «Пусан – хороший город». Мы прибыли в Пусан, отправляемся к первой достопримечательности. Чтобы познакомиться с городом, первым делом нужно понаблюдать за ним с высоты. Для этого мы решили подняться на Пусанскую телебашню, с которой открывается потрясающий вид на весь Пусан. Но о ней расскажу чуть позже. Пусан действительно совсем другой. Здесь вроде те же самые автобусы, такие же надписи, но атмосфера летняя и какая-то праздничная. Как будто этот город даже выглядит солнечней. Многие корейцы ездят сюда летом, на отдых, так как этот город считается одним из главных курортов страны. Кстати, башня находится на горе, так что, чтобы до нее добраться, нужно было подняться на эскалаторе, а затем подниматься по извилистой дороге вверх. Башня находится в парке Йондунсан, в самом старом парке Пусана. В отличие от других телевышек, ее построили исключительно ради красоты и невероятных видов. Высота башни 120 метров, и она была открыта в 1973 году. Вот такой вот красивый вид здесь открывается на весь Пусан и на океан. Вид действительно поражает. С этой высоты Пусан раскрывается во всей своей красе. Внизу раскинулся один из крупнейших портов Азии. Вокруг небоскребы, улицы, парки и зеленые холмы, словно обнимающие город. А дальше, за линией горизонта, простирается залив. Чтобы лучше всего прочувствовать морскую атмосферу города, я отправился на рынок морепродуктов. Уже по дороге можно было наблюдать лавочки с дарами моря. Разные моллюски, рыба, вон кальмары пытаются выпрыгнуть из аквариума, и даже такие морские обитатели, о которых я никогда не слышал. Вот, например, урехис однопоисковый, или в простонародье рыба, я думаю, вы сами догадались. На улицах много людей, все куда-то спешат, рынки, которые продают одежду, ковры и лавочки с корейским фастфудом. Ну что, расскажу немного первых таких впечатлений о Пусане. Очень милый город. Здесь совсем, смотри, другая атмосфера. Очень отличается от Сеула. Здесь такое ощущение, не знаю, здесь такое чувство отдыха от курорта настоящего. В Пусане немало морских рынков, но я решил выбрать один из самых легендарных – Чагальчи. Название рынка произошло от слова «чагаль», что означает «гравий».
До того, как здесь построили современные причалы, берег был засыпан мелкой галькой, на которой рыбаки раскладывали свой улов прямо с лодок. Это крупнейший рынок в Южной Корее. Здесь можно попробовать свежайшие деликатесы, которые были выловлены утром. Такое ощущение, что коридоры с морепродуктами здесь тянутся до бесконечности. За прилавками в основном пожилые продавцы. Многие из них работают здесь десятилетиями. Стоит только зайти, и со всех сторон слышишь «hello, hello». В конце рынка большая надпись «Чагальчи», прямо у самой бухты. Рядом пришвартованы рыбацкие суда, а на одном из них рыбак, который, кажется, только что поймал что-то действительно крупное. Ну что, мы приехали в деревню Гамчон, это одна из самых популярных достопримечательностей Пусана. Это Гамчон, место, которое часто называют корейским Мачу-Пикчу. Трудно поверить, что когда-то эти яркие склоны были серыми трущобами, где после войны жили беженцы. Обратите внимание, как здесь расположены дома. Они стоят ступенями, точно повторяя контур горы. И это не случайно. У основателей деревни было главное правило – строить так, чтобы твой дом не перекрывал вид на океан соседу позади. В итоге весь район превратился в огромный амфитеатр, где у каждого есть своя панорама на море. В 2009 году сюда пришли художники и превратили фасады домов в настоящие арт-объекты. Теперь Гамчон – одна из самых ярких и главных достопримечательностей города. Интересный факт – здесь и сегодня в этих маленьких разноцветных домиках живут люди. Ну что, прямо сейчас мы отправляемся на канатную дорогу, которая проходит прямо над океаном. В общем, погнали любоваться видами. Главная достопримечательность Пусана – это без сомнений океан, и лучший способ полюбоваться им – увидеть его с высоты. Для этого я отправился на пляж Сандо, где проходит знаменитая канатная дорога. Она тянется почти на 2 километра и ведет прямо к прибрежному парку. Интересный факт – это самая первая канатная дорога в Корее. Она появилась здесь почти 30 лет назад, а в 2017 году была полностью восстановлена. Из кабинки открывается потрясающий вид на океан, а в ясную погоду вдалеке можно даже разглядеть японский остров Цусима. Помимо панорамных окон, в некоторых кабинках есть прозрачный пол, так что если вы боитесь высоты, лучше выбрать обычную. Кстати, она еще и дешевле. Чтобы подойти к океану еще ближе, я решил прогуляться по парку. В тот день было очень жарко, и по всей территории стояли специальные установки, которые дуют холодным воздухом. На краю скалы расположена смотровая площадка, где можно стоять часами и любоваться океаном, слушая волны. Мы приехали в следующую локацию на вершине горы Хваньонсан, откуда открывается потрясающий вид на Пусан. Мы переносимся на гору Хваньонсан, одну из самых живописных точек Пусана. Она находится почти в самом центре города, между районами Самён и Кванан. И именно отсюда открывается вид почти на весь Пусан. Высота горы около 427 метров, и несмотря на то, что это не самая высокая точка города, панорама отсюда по-настоящему впечатляет. С вершины видно море, порт, мост Кванан, небоскребы и бесконечные жилые кварталы, которые особенно красиво загораются огнями с наступлением вечера.
Сейчас я нахожусь у храма Йогиса, который находится прямо у океана. Давайте же посмотрим. Это один из немногих храмов Кореи, построенных прямо у океана, а не в горах. Его часто называют одним из самых красивых храмов страны, и здесь с этим действительно трудно не согласиться. Храм окружен фантастическими видами. Скалы, бескрайний горизонт, шум волн и ощущение, будто ты стоишь на краю света. Храм был основан в XIV веке, в период государства Корё, и уже более 6 веков стоит на этом скалистом побережье. Вокруг его появления существует множество легенд. По одной из них, храм был построен во времена сильной засухи, в первой половине XIV века, чтобы задобрить повелителя водной стихии, дракона. Тогда он получил название Пумунса, и считалось, что именно через него люди обращались к силам моря с молитвами о дожде и защите. Храм был разрушен во время японского вторжения, и долгие годы это место оставалось в запустении. А уже в 70-х годах, во время восстановления, монаху приснился сон. Этот сон восприняли как знак, и храму дали новое имя – Хэдон Йонгунса, что в переводе означает «храм небесного дракона Восточного моря». Наверное, это одно из самых красивых мест Пусана, которое точно стоит посетить. Сейчас мы поедем на так называемом пляжном поезде, на пляж Хэонде. Пляж Хэонде – один из самых известных и популярных пляжей Пусана. И один из самых красивых способов добраться сюда – прокатиться на пляжном поезде, который идет буквально вдоль самого океана. Этот маршрут проходит по старой железнодорожной линии, которую превратили в туристическую достопримечательность. Вагоны здесь сделаны так, чтобы ничто не отвлекало от видов. Огромные панорамные окна, а все сиденья развернуты в сторону моря. Это будто кинотеатр, только вместо экрана бесконечный океан, волны и горизонт. Поезд движется неспешно, позволяя рассматривать каждую деталь. По пути мелькают маленькие домики у воды, смотровые площадки, которые с наступлением вечера загораются разноцветными огнями. Иногда можно увидеть, как коты бегают по крышам прибрежных домов, а за очередным поворотом вдруг начинают появляться горы, небоскребы и мост Пусана. Чтобы лучше почувствовать вечерний Пусан, я отправился на один из самых известных пляжей города – Хэонде. Я планировал искупаться, но после заката это небезопасно, поэтому пришлось просто наслаждаться атмосферой и видом. Пляж Хэонде протянулся примерно на 1,5 километра, и в разгар сезона можно одновременно вместить до 120 тысяч человек. Особый шарм этому месту придают небоскребы, которые стоят прямо у берега и вечером загораются сотнями огней, отражаясь в темной глади океана. Этот выпуск я хотел бы завершить на одном из самых популярных пляжей в Пусане – Хонде-Бич, прогуливаясь по Японскому морю. Спасибо большое за просмотр, надеюсь, что вам понравился этот видеоролик. Я, правда, очень старался снять как можно больше интересных мест для вас. В общем, увидимся в следующих видеороликах. До скорых встреч, пока-пока! Корея – это страна, в которую действительно хочется возвращаться. Она удивляет своей природой, современной архитектурой, невероятно вкусной кухней и, главное, людьми. Здесь живут открытые, добрые и отзывчивые люди, которые всегда готовы помочь, даже если вы не говорите на одном языке. Это одно из тех мест, куда невозможно приехать всего один раз. И для меня путешествие по Корее не про галочки в списке, а про ощущения, которые остаются с тобой надолго. На этом моя история о Корее подходит к концу. Но я знаю точно, я обязательно вернусь.